Привет, друзья! Сегодня вместе с вами сделаем очень вкусную и очень необычную пасту. За такую пасту в ресторане вам возьмут где-то 70-100 долларов, даже могут быть они выше, потому что паста будет с черным трюфелем. Да, у меня появился вот такой красавчик, у него вес 33 грамма, посмотрите, посмотрите просто какой он шикарный, красивый, и он болгарского происхождения, как я, собственно. Ну, короче, пошлите готовить, будет вкусно. Для нашей пасты, конечно же, понадобится спагетти. И если что, берите хороший из твердых сортов. Также мы должны нагреть воду и, конечно же, ее посолить. А кроме того, что мы ее посолим, нам нужно добавить молоко. Да, именно молоко. Ждем, чтобы все начало бульбукать. Чтобы наше блюдо приобрело более насыщенный грибной вкус, мы добавляем около 50 граммов грибов в бульон, в который будут вариться наши спагетти. Пока наши спагетти варятся, мы не теряем времени. Нам нужно натереть пармезан и взять чуть-чуть грибочки. Берите более интересные грибы, либо белые, либо лисички, либо какие-то, кроме шампиньонов. У шампиньонов очень простой вкус, даже его практически нету. Поэтому мы берем чуть-чуть грибочков, ну, максимум грамм 20-30. Вот так, столько нам хватит. И натираем по пожеланию пармезана, сколько нам хочется. Если вы любите больше сыра, то можете натереть чуть больше. А если вы любите менее сырные пасты, то можете меньше. Натираем на микроблендинге. На сковороде расплавляем небольшой кусочек сливочного масла, выкладываем наши грибочки и обжариваем их до золотистого цвета. Затем отправляем грибам уже готовые спагетти, добавляем около 100 мл бульона, в который они варились, и добавляем наш тертый пармезан. Хорошо перемешиваем, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. После этого на микроблендинге натираем наш черный трюфель. Наша паста готова. Наша паста готова, и посмотрите, насколько она изысканно смотрится, какая она красивая и вообще классная. Вообще, если было еще тут чуть-чуть золота, вообще можно было продать за 200 евро. Но это никому. Может, когда-то я использую в своем ресторане. И последний штрих, который нам остался, это вот такая трюфельная аллея. Просто слегка сверху вот так брызгаем. Все. Паста белиссимо готова. Пробуем. Это просто. Это, знаете, дорогой аромат. Пробуем. Никакой ресторан не нужен. Это оно, то, что стоит в ресторане куча денег. Оно у меня в руках. Почти за бесплатно. Если вам понравился сегодняшний рецепт, как всегда знаете, что сделать. Ставьте лайки, конечно. Подписывайтесь на наш канал. И до новых вкусных встреч, ребята. Пока!